Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня у меня для вас интересное изделие. Я долго подбирала ему название. То ли удлиненный свитер, то ли туника, то ли платье. Ну, одним словом, это трансформер. И сейчас мы с вами посмотрим всевозможные трансформации. Ткань, трикотаж с эффектом ручной вязки. Объемные, красивые косы вывязаны. Интересный цвет, такой рябенький, серый с оливковым отливом. То есть, ткань мне очень понравилась вот своей такой натуральностью. И я ее купила. Ширина ткани была 1,20 м. Вот вы видите, это ширина по длине моих рукавчиков. Всего 2 шва, боковые швы, летучая мышь. Этот свитер я покроила и пошила буквально за 2 часа. Очень прост в изготовлении. Но вот вы видите сейчас вариант такой. Я убираю пояс. У меня уже получается изделие длиннее. Это уже можно назвать его платьем. Ну, в данном случае под эту длину красиво было бы сапог на каблучке или без. И далее мы можем снять митинги. Это отдельные детали. Я порой люблю такой укороченный рукавчик 3/4. Они очень быстро просто надеваются, снимаются. Ну и вот такой воротничок, который воротник-хомут, который тоже можно снимать. Вот этот воротник-хомут, он однослойный. Также он может быть, а может не быть. Но при этом у меня горловинка обработана по кругу косичкой. И вот же мои митинги также аккуратненькие, однослойные, удобные. Везде на краях я использовала кромку. Я всегда смотрю на ткань предварительно перед тем, как ее разрезать, что можно вот из нее выбрать, выжать по полной, что называется безотходное производство. Но вот конкретно в этом изделии у меня просто вот без остаточков все ушло на мое изделие. Но самая интересная деталь, это вы сейчас увидите, это вот такой отдельный шарф-капюшон. Эта деталь, если вы сейчас на нее внимательно посмотрите, вот низ моего изделия и заходит под ручку. Выпад. Также проходит кромка. Я специально захотела сделать такой шарф-хомут. Вы посмотрите, как его можно на себя выложить. Вот эти концы прекрасно закладываются, выкладываются. Вот так вот чудесно на мне оно все лежит. То есть я вот таким образом. Отдельный шарф, который можно выложить красиво, задрапировать на плечах. Или же, вот вы видите, как одевается на голову. Можно выложить на спину 2 конца. Ну, вот такой чудесный. Можно завязать. То есть здесь уже варианты. Каждый раз, как захотел, так себя и украсил. Вот такая интересная деталь у меня в комплекте к моему изделию запланировалась и получилось. На все про все у меня пошло 2,40 ткани при ширине 1,20 м. Полметра это мой воротник с выпадами, с заходами в рукава.
Ну, это мы с вами сейчас подробно рассмотрим на моей схеме. И вы окончательно в раскладочке, в раскрое, во всем со мной вместе разберетесь. Пожалуйста. Вы видите цельнокройный перед, спинка, рукава. И горловина вырезана посреди моего кроя, моего изделия. Размеры даны. Спина, перед 83 сантиметра от линии перегиба по плечам. Также показана выкройка моего воротника капюшона. Показаны митинги, стойка, хомут, а также детали, которыми я обрабатывала горловину и низ моего изделия. На схеме долевое направление совпадает с рисунком на ткани в виде объемных кос. Вот показано. Ну и кромка. Кромка, ширина ткани 1,20 м. И вот с двух сторон кромочка как раз попадает на низ рукава, на нашу стойку хомут, на митинги, ну и на чудесный вот этот объемный воротник капюшон. Эта линия как раз она дает такую красивую волну по краю этого воротника. Расход ткани 2,10. На обзоре я сказала 2,30, но в процессе подготовки схемы я уже более точно все промерила, начертила. Ну и соответственно вот 2,10 это окончательный расход ткани при ширине 1,20 м. Это очень компактно, учитывая, что изделие, такая длина свитера туники до колена. И плюс еще чудесный объемный головной убор. Такой воротник, накидушка, шарф. То есть очень нечто красивое и оригинальное. Вот я пишу перед, спинка, воротник, капюшон. Так, стойка. Вот. Это отдельные детали и манжеты, митинги. Учитывая, что наше время карантинное диктует нам новую моду, новые тенденции. И вот главная идея, что одежда должна быть максимально простой, комфортной, удобной. И вот этот сегодняшний обзор посвящен именно такому изделию. Максимально удобное, теплое, уютное платье, свитер, туника, да еще и с объемным воротником капюшоном. Надеюсь, я вас заинтересовала на создание подобного изделия. Очень достаточно большой выбор трикотажа объемного, теплого. Поэтому я думаю, что эта модель заслуживает вашего внимания. Вот сейчас я крупным планом вам демонстрирую, какой красивый рисунок трикотажа, вот эффект ручной вязки. Обработка горловины, и косичку я как раз разложила по горловинке. Также низ у меня косичкой обработан. Это все пришито на распашивалке. И в эту отделочку по низу я вставила резиночку, чтобы резиночка не давала нашему низу растягиваться. Ну и оно держит форму изделия. А на рукавчике вышла существующая кромочка. Вот такое чудесное, аккуратное завершение по низу рукавчика. И также проходит по моему воротнику. Вот этот край
Он такой мягкий, аккуратный. А поперечный край я обработала на распашивалке. Вот достаточно красиво подобрала ниточки в цвет и без лишней грубости. Предварительно я подсобрала на ниточку так, чтобы вот это все во время прохождения по краю распашивалкой не растянулось. И вот у меня достаточно такой четкий, аккуратный край. Распашивалка у меня прошла по краю здесь и с другой стороны. Вот проходит по горловине и вдоль косички и выходит плавно на низ моих вот этих вот уголков шарфика. Также распашивалкой обработаны митинги. Но если нет распашивалки, можно обработать на оверлоке, густо поставить строчку. В общем-то, будет в принципе тот же эффект. Ну и внутренние швы обработаны оверлоком. А стоечка моя подвернута. Вот край, один край это наша кромка, а другой просто подворот и на распашивалочке вдоль косички. Все с вами рассмотрели, все понятно, просто, красиво, уютно и тепло. Друзья, вот такой чудесный кашемировый свитер, объемный, теплый, уютный, зимний у меня получился. Буквально за 2 часа. Но можно это изделие связать прекрасно, красиво, вывязать. Кто любит вязать, у меня очень много друзей, которые прекрасно вяжут. Мне буквально недавно приносили плед вот с такими же косами вывязанный и подушечки к нему. Поэтому все это очень уютное, душевное. Хочется в этом изделии посидеть у камина, расслабиться, укутаться, почитать книгу. Так вот очень удобно, уютно, красиво. Ну, конечно, шарф этот можно использовать отдельно, как головной убор, с шубкой. Очень хорошо держится на голове, красиво выкладывается на шубе. Вот такой чудненький, красивый получился. И главное, что простой, интересный, объемный головной убор. Ну что, сейчас я все с себя сниму. У меня еще в комплекте к этому всему я вам продемонстрирую такие чудесные аксессуары. Ушки из норочки. Ну и прекрасные на зиму такие шикарные варежки. Это варежки, вот тоже можно себя порадовать. Это у меня такой новогодний подарочный экземпляр, который мои клиенты приобретают себе на подарочки под елочку. На зимний курорт вы готовы. Дай бог, чтобы нам можно было перемещаться свободно. Лыжи, палки и вперед. Вот такая классная экипировочка у меня есть. Надеюсь, вам понравилось мое сегодняшнее видео. Ставим пальчик вверх, подписываемся на мой канал и до скорых встреч. Пока-пока!